Добрый день всем! С вами Агирим Жумадилова. Сегодня я хочу показать вам самомассаж для снятия напряжения с мышц. Этот массаж хорошо подходит у кого мышцы в гипертонусе, то есть напряжены. Отлично расслабляет, также снимает отечность. И работаем мы со всеми группами мышц, и мимические, и жевательные. Давайте начнем. Во-первых, подготовьте для себя крем, но первый блок мы начинаем без масла, без крема. Итак, с чего я начинаю? Я сижу ровно, осанка вытянутая, ровная спина и пару раз дышим. Глубокий вдох и выдох. Можно сделать вдох и немного 5 секунд задержать. В это время у нас диафрагма работает как поршень, и она расслабляется путем дыхательных таких практик. Делаем глубокий вдох всей грудью. То есть, чем дольше вы задерживаете, тем глубже будет ваш выдох. Вот тогда у нас расслабится быстро диафрагма, а это нам дает, улучшает кровообращение. Естественно, в работу включаются венозные лимфатические сосуды и улучшается венозный отток. Я начинаю массаж со снятия напряжения с затылка. Просто без масла, кончиками пальцев, фалангами мы заходим на волосяную часть и как бы глубоко углубляюсь в ткань и вот так вот как бы протираю вниз. Надавливающие движения. Можете сделать круговые движения на затылке. Я это делаю почему? Потому что я охватывать буду зону лба. А на лбу у нас мышцы заходят до волосяной части, то есть лобно-затылочная мышца – это одна группа. То есть если вы работаете с лбом, то обязательно нужно захватить зону затылка. Итак, минут 5 можно поработать, расслабить всю зону затылка круговыми движениями. Можно зайти на зону слухового прохода, как раз таки для лимфы это очень полезно. Для лимфосистемы. И вот так вот даже на височную часть тоже вот так вот захожу. Так. Волосы у меня сейчас как взрыв макаронной фабрики будет. Я делаю это так коротко, показываю, но вы для себя делаете больше 5 минут. Итак, немного зону слухового прохода от сосцевидного отростка тоже. Я 3 пальцами ставлю на сосцевидный отросток, то есть сзади мочки уха, и массирую просто в сухую. Считаем где-то 4-5 подходов. Разогрели и перехожу на грудинно-ключичный сосцевидный отросток шеи. Это у нас вот кивательная мышца. Немного расслабили, то есть проминаем. Я делаю вот так вот в сторону, сгибаю шею. Очень медленно на самом деле, никаких резких движений. Это все очень полезно для лица, для мышц, которые в гипертонусе находятся. Наше эмоциональное состояние очень сильно влияет на наши мышцы, на фасции. Эмоционально зависимая зона – это наше лицо. Поэтому, если вы переживаете, эмоционируете часто, устаете, то это все сказывается на лицевых мышцах. Я с чего начинаю? Я перехожу на зону передней поверхности шеи, вот там, где у нас находятся вот кольца Венеры. Я просто беру гортань, я сдвигаю направо-налево.
Я не давлю вовнутрь, я просто сдвигаю. Это очень полезно для мышц, которые создают нам ротовое дно, вот подбородок. И немного просто фалангами большого пальца немного вот откидываю голову, чтобы вам понятно, видно было визуально. Я делаю такие, такие причесывающие движения, линия за линией. Даже можно локти поставить на парту или перед зеркалом. И вот этими фалангами немножко надавливаю на эти мышцы. А здесь очень множество мышц, которые создают диафрагму ротового дна. Да? То есть здесь подъязычные мышцы, шилоподъязычная мышца, лапа. Все это соединяется, глубокие мышцы, с вашей лопаткой. Даже есть такие мышцы. Итак, я перехожу уже на лицо захожу. Чтобы было легче, я покажу сразу с двух сторон. Я буду работать на самом деле вот средними фалангами. Здесь немножко другая техника. Я делаю вот такие, как бы то же самое. Вверх увожу эти пальцы, немного вот так вот расслабляю, даже в сторону увожу. Вот так вот. Вот типа V-образные техники. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. От жевательных мышц вверх до скуловой дуги. Вверх даже к виску. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можно по-другому. Берете фалангами, кончиками пальцев, разминаете каждую мышцу. Депрессоры. И увожу в сторону уха. Круговое движение. Вот такое О-образное круговое движение. В зоне носа губки. Я люблю работать, чтобы на лице все мышцы не двигать. Все-таки есть люди, которые впервые делают. Можно сделать только на одной стороне. Потом повторите на другой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Главное по линиям Лангера двигаться. То есть это наименьшее растяжение кожи от центра к верхней части уха. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И все, сброс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сброс. То же самое с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5. Сброс. Сброс я делаю, как бы натягивая ткань к виску. Можно синхронно? Мне кажется, вот так даже легче. Теперь от напряженной мышцы сразу видно визуально, да, это межбровка. Зона межбровки — это мышцы-корругаторы. Они чаще всего очень спазмированы. То есть гипертонусные мышцы — это ваш лоб и корругаторы. Для этого я что делаю? Тоже фалангами, даже вот костяшками пальцев делаю вот такие движения. То есть спиральки на сухую кожу. Кожа не растянется, не бойтесь. Этот массаж можно делать разным типом старения. Можно вот зигзагообразные такие техники сделать. Ох, кровь пошла, аж так горячо стало, да? Межбровка. 1, 2, 3, 4. Я, видите, просто ставлю пальчики, и я скользящими движениями, на самом деле по коже не езжу, просто сдвигаю ткань вот так вот в стороны.
Мгм. Мгм. И самое последнее — это круговая мышца глаз. С этой зоной я рекомендую работать уже на масле. Потому что этот ролик кто-то может делать, у кого тонкая кожа. И вообще зона вокруг глаз. Эта зона такая нежная. Я немножко готовлю. Круговые движения. Вот. Теперь для расслабления самое важное здесь вам нужно вот эту ткань, вот мышцу, там, где орбитальная кость, вести по ней надо. Не на верхнем веке, не внизу, прям впиваясь туда, да, на ресничный край. Вам нужно ориентир держите на кости. Вот она. Всегда начинается с верхнего века. В классическом массаже массаж глаз, массаж зоны вокруг глаз начинается с верхнего века. Это золотое правило просто. Легко запомнить. Вот круговое движение. Видите, я работаю с двумя пальцами сразу. Только подушечки. Угу. Раз. Очки. Прием очки. Ой, классная техника, на самом деле. Вот она реально расслабляет. Вы все мышцы вокруг охватываете. У нас же на лице мышцы находятся радиально и циркулярно. Вот эта мышца, круговая мышца глаза, она циркулярно находится. Вот. По ней мы вводим вот пальчиками, кончиками, не отрывая. Подходов 20. И прочесывайте носик. Здесь находятся мышцы, поднимающие верхнюю губу. Вдоль нее проводите. И круговое движение снова. Угу. Гусиные лапки. Потом синева под глазами, мешки. Они уменьшаются, потому что кровообращение улучшается. Угу. Все, в конце можно все намазать, то есть все лицо кремом. Я делаю те же самые движения. Не хватает масла. Крема. Фаланги мажу. Хорошо видно, да? Круговое движение. Предполагаю, что вот это круговое движение для начала, вот без масла, кто только-только тренируется, для тех, возможно, покажется сложной техникой. Но на самом деле просто вы фаланги ставите на лицо и сдвигаете ткань, мышцу, а не кожу. Угу. Вот тогда будет правильное исполнение. Круговое движение в сторону ввожу. И то же самое на лбу. Угу. Занимает от силы 10-15 минут. Все, сливаем. Этого вполне достаточно. Круговое движение можно даже на круговой мышце рта поделать. Угу. Я себя не вижу, поэтому надеюсь, все было понятно. Такой массаж делаем 3 раза в неделю в начале. Вот 3 раза, через день попробуйте. Обязательно после массажа сделайте масочку для тонизации, для успокоения, для снятия покраснения. А потом через неделю 2 раза в неделю поделаете. Можно потом по выходным. То есть в течение 3 недель можете поделать этот массаж. Хорошо снимает напряжение. Не переживайте, не эмоционируйте.
внутренний баланс нужен, конечно, чуть-чуть надо отдыхать и уделять себе внимание, делать такие вечерние ритуалы. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Смотрите мои другие ролики. Всем пока!